Эта удивительная история началась в 2003 году, когда фотограф Ник Дженс прогуливался со своим лабрадором возле замерзшего озера на окраине города Джуна, штат Аляска, США. Неожиданно у кромки озера человек увидел крупного черного волка, который стоял и пристально смотрел на него. Ник специализировался на съемках дикой природы и много раз фотографировал волков с безопасного расстояния. Он стал медленно отходить, беспокоясь о том, что волк может напасть на его собаку. И вдруг лабрадор сорвался с места и побежал прямо на волка. Ник пытался отозвать пса, но тот продолжал сближаться с диким животным. Хозяин в ужасе замер, ожидая схватку, так как прекрасно знал о вечно непримиримой вражде между волками и собаками. Но то, что произошло потом, стало сюрпризом даже для опытного фотографа. Собака и волк начали играть в догонялки. Ник отошел от шока и поскорее навел на животное камеру. Вскоре волк забежал в лес, но не спешил уходить, он продолжал показываться меж деревьев, приглашая своего нового друга поиграть. С тех пор одинокий волк стал очень часто показываться на окраине города. Ник много раз ловил его грациозный силуэт на камеру. Волк все ближе и ближе подходил к домам. Фотограф назвал волка Ромео. Вот только его соседи не слишком радовались появлению одинокого красавца на окраине города. Они опасались, что волк станет нападать на собак или даже на детей. Но Ромео продолжал все ближе подходить к людям. И вскоре они уже не боялись его присутствия. Он явно не собирался охотиться на людей. Казалось, что волку, который по какой-то причине оказался отделен от стаи, ему нужно было просто общение. Вскоре многие жители Джуна уже тоже хотели пообщаться с дружелюбным хищником. Вместе со своими питомцами они часто навещали Ромео в его любимом месте, в одном из городских парков на окраине города. Люди приводили с собой питомцев, и Ромео с удовольствием заводил новых друзей. Волк даже стал перенимать повадки своих новых приятелей и иногда играл с людьми, бегал и приносил игрушки и палки и вел себя как вполне обычный домашний пес. Он явно прибегал лишь для того, чтобы поиграть и повеселиться. Не было ни единого случая, чтобы он попытался навредить собакам или людям. 6 лет Ромео оставался неофициальным символом города, любимцем жителей и источником вдохновения для фотографов. Жители Аляски, даже обитающие в ее удаленных регионах, редко слышат волков или видят их следы, а еще реже видят самих волков. Поэтому появление Ромео, не боящегося людей, было для жителей особенным событием. Он стал живым символом исчезающего подвида, интересным людям как лично, так и в качестве олицетворения того, что Аляска может утратить. К сожалению, Ромео погиб в 2009 году от рук браконьеров, к которым подошел без всякого страха. Смерть пропавшего волка подтвердилась только спустя полгода, когда взяли браконьеров с фотографиями трофеев, на которых опознали Ромео. В 2010 году жители поселка изготовили и установили в честь Ромео мемориальную табличку. Надпись на ней гласит: «Ромео 2003-2009 года. Дух дружелюбного черного волка из Джуна продолжает жить в этом диком месте». Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока!